у России все плохо на фронте. Но дело в том, что для того, чтобы узнать, насколько плачевно обстоят дела в ВС РФ, есть гораздо более простой способ – почитать, что пишут Z-каналы. В последнее время сформировалась целая плеяда достаточно популярных зетников, которые пространно рассказывают о том, почему Россия не побеждает, что бы там ни говорил Путин. Причем посты обычно такие объемные, что чтобы их зачитывать, никаких сводок не хватит, так что я решил познакомить вас с ними в этом видео. Для начала довольно интересный пост о том, как Россия проиграла войну дронов от канала «Записки ветерана». Дело в организации разработки и производства БПЛА, считает зетник, который пишет следующее. Украина в очередной раз доказывает, что в войне дронов побеждает не самый богатый, а самый быстрый и гибкий. Пока мы упираемся в попытки централизации и отчетность, ВСУ научились заказывать FPV-дроны у тысяч мелких производителей, задавая им единые стандарты. И здесь нужно честно признать, мы снова отстаем, и отстаем не по технологиям, а по организации. У украинцев выстроена распределенная сеть так называемых гаражников, малых частных цехов, которые делают дроны под ключ. Государство лишь ставит требования и принимает готовую продукцию, не вмешиваясь в производство. Результат – быстрое насыщение фронта актуальными моделями, постоянная обратная связь от операторов и моментальная доработка. У нас же до сих пор ставка на крупные и свои предприятия с долгим циклом закупки, которые идут через бюрократические процедуры, которые отстают от динамики войны на месяцы. Плюс исключительная избирательность в выборе проверенных, в кавычках, а по факту своих производителей. Любой новый образец должен пройти бесконечные согласования, даже когда уже есть все протоколы испытаний и изделие признано успешным. Это убивает инициативу и скорость. Украинская модель показала, тысячи мелких производителей, объединенных едиными требованиями, выдают продукт быстрее и адаптивнее, чем один производитель, которого пытаются сделать монополистом. А когда противник меняет частоты и протоколы, гаражник реагирует за неделю, а наша система — за квартал. Необходима срочная децентрализация заказа. Нужно дать четкий сигнал. Государство готово закупать дроны даже малыми партиями у гаражников, но при условии соблюдения единых требований по частотам, протоколам управления и стойкости к рэп. Для этого уже сейчас можно развернуть региональные центры стандартизации и тестирования, которые быстро принимают образцы, проверяют их в деле и тут же выдают контракты. Почему это до сих пор не сделано, задается вопросом зетникам. Судя по всему, мешают укоренившаяся боязнь брать на себя ответственность, стремление все контролировать из центра и недоверие к несистемным производителям, плюс монополизм крупных игроков, которые лоббируют выгодные им закупки. Пока мы будем считать, что только крупный завод с госзаказом может сделать надежный дрон, противник будет ввозить на фронт десятки тысяч аппаратов, собранных в гаражах и подвалах по всей Украине, и теперь уже за ее пределами. Более 15 стран уже поставляют комплектующие и готовые дроны для ВСУ. Каждая задержка в поставках эффективных дронов – это потерянные жизни и упущенные возможности на передовой. Украина уже перевела своих операторов на удаленку и снижает потери, а мы продолжаем спорить о том, кто должен делать дроны. Децентрализация не прихоть, а насущная необходимость. Нужно не просто разрешить гаражникам работать, а дать им зеленый свет, заказы и четкие требования. Тогда и догоним, и перегоним. Война дронов – это война логистики и скорости адаптации. Пока мы будем надеяться только на централизованные поставки, Украина так и будет впереди на шаг, а то и на два. Гаражники – это не кустарщина, а наш неиспользованный потенциал, и его надо срочно задействовать. Еще раз повторю, пишет зетник, у нас есть все возможности для того, чтобы догнать и перегнать в вопросе дроностроения не только ВСУ, но и все НАТО. Потенциал у России огромный, нужна только воля. Ну а также поощрение местной инициативы, что для российской системы смерти подобно. В общем, все предложения, как обычно, сводятся к призыву, как выражается собиратель Z-фольклора Иван Филиппов, «мышки, станьте ежиками». Однако Украина ведет войну к перелому не только потому, что у нее дроны лучше, а потому что боевые операции организованы качественнее и технологичнее, и при этом с соблюдением принципов, которые писали в учебнике те самые сакральные деды, которые воевали. А вот российские внуки, видимо, эти учебники так и не открывали. И этот комментарий тоже не я придумал, а тоже зетники, обсуждая вопрос, как же эта Украина раз за разом наступает, если у нее в армии людей нет. Обсуждение спровоцировала фраза из видео, которое запустил военкор Russia Today энтузиаст беспилотного дела Андрей Филатов. Украина переходит к новой модели ведения войны дроново-штурмовым подразделениям. В Министерстве обороны заявляют, это уже не эксперимент, а система, которая уже показывает результат на фронте. Речь идет об объединении пехоты, воздушных и наземных беспилотников в единую боевую структуру. Сначала работают дроны, разведка, поражение, корректировка артиллерии. И только после этого на позиции заходят штурмовые группы. Эксперты говорят, это попытка снизить потери в условиях, где классический штурм становится все более опасным.
По словам военного аналитика Василия Пихнё, штурмовые подразделения в старом виде уже не соответствуют реалиям фронта. Штурм все чаще начинается не с пехоты, а с дронов и роботизированных систем. Их задача – размягчить позиции противника вместе с артиллерией, прежде чем туда зайдут бойцы. При этом, подчеркивают эксперты, речь не идет о войне дронов без людей. Это не раи беспилотников, которые полностью заменяют пехоту, а комбинированная система. Дроны становятся основным инструментом поражения и поддержки, а пехота – завершающим этапом операции. Также все активнее применяются наземные роботизированные комплексы. Они сопровождают бронетехнику, ведут разведку и прикрывают движение на поле боя. Но универсальной такой модели не будет. Разные участки фронта требуют разных решений. От степей до лесов, от участков с активной РЭП до направлений с плотной ПВО. Фактически Украина переходит к новой логике войны, где решает не количество пехоты, а технологии, скорость и координация. И именно это может изменить баланс сил на фронте. Некий Птицелов, не знаю, кто это, очередной зетник, который говорит умные вещи в пустоту, оставил вот такой комментарий. Никакой новой логики в этом нет. Логика тут чуть ли не времен Отечественной войны. Откуда такая тяга к переизобретению велосипеда и громким лозунгам? Скорость, организация и техническое превосходство – это обычные, обязательные факторы ведения любой войны, еще со времен мамонтов и каменных томагавков вместо BGM-109, крылатых ракет «Томагавк». Кто быстрее, мобильнее, организованнее и технологичнее, того и тапки. Тут за примерами далеко ходить не надо, взять хоть тот же немецкий вермахт, который благодаря эффективному взаимодействию танков, авиации и пехоты, которой было обеспечено радиосвязью, громил номинально более мощные армии, французскую и советскую. Или вспомнить израильскую армию времен арабо-израильских войн. По иронии, именно Израиль довел введенную немцами концепцию маневренной технологичной войны до совершенства. И вот, казалось бы, дроны похоронили эту концепцию, но тут Украина начала ее возрождать с помощью этих самых дронов. А теперь, собственно, продолжает зетник, кто-нибудь вообще занимался вопросом организации штурма наступления силами наземных сухопутных систем и координации их с воздушными беспилотными системами? Кто-нибудь играл в эти логические игры ума и штабные настолки по этому вопросу? Ответ известен и мне, и Андрею Филатову. Никто и никогда. Ну, почти. Опять всплывают призраки вопросов разведки, постоянной, в реальном времени. Опять же, отсутствие общевойсковых корректируемых средств поражения а-ля тот же «Торнадо-С». Ну, такой российский ответ Хаймерсу, который, в отличие от Хаймерса, на моей памяти никогда не применялся в тактической роли, когда нужно быстро и точно что-нибудь поразить на поле боя и в непосредственной близости от него. И самый главный вопрос, продолжает зетник, без которого штурмовые действия сегодня, да и всегда, чуть ли еще не со времен Первой мировой войны, являются тупо мясорубкой. Обеспечение господства в воздухе. В данном случае хотя бы в малом небе, хотя скоро грань малого и большого неба уже сотрется. Ну, то есть дроны будут полноценно заменять авиацию, и это даже ближе, чем думает зетник. В компании Firepoint анонсировали модификацию дрона FP-2 с массой боевой части 200 кг и дальностью 370 км. Это уже практически КАП, или даже лучше. Если у вас нет БПЛА-истребителей, если у вас под задачу не укомплектованы и нет в достаточном количестве ударных БПЛА, если у вас нет постоянной воздушной разведки, причем желательно на всю оперативную глубину средств поражения, а сейчас к этому добавился критерий разведка и нанесения удара в реальном времени, то все эти эпизоды, насколько бы они в рамках одного отдельно взятого участка театра военных действий не были бы успешными, в общей сумме ничего не значит, пытается донести свою мысль зетник. А будет господство в воздухе, да хоть танковыми бригадами наступайте, результат всегда будет положительным для вас, пишет он. И да, при равных водных с обеспеченным господством в воздухе количество не важно. Пехоты, танков, наземных дронов будет всегда решать. Но при равных водных, а не тогда, когда на дроны швыряют мясо, при этом воздух принадлежит противнику, заключает он. Собственно, вот почему российская армия бездарно транжирит свое преимущество в ресурсах и в личном составе. Потому что не может конвертировать его в победу через эффективное взаимодействие. Никто не придумал за 130 лет ничего другого, вопиет зетник. Другое дело, одни понимают буквально базу, другие упорно не хотят. Война не собирается меняться под вас. Война от вас требует очевидных, единственно правильных решений и осознания ее механизмов. Решения действительно очевидные, причем прописанные во всех тех же советских учебниках, по которым учился, например, главком ВСУ Александр Сырский, закончивший Московское высшее общевойсковое командное училище в 1986 году. Наступление должно быть обеспечено разведкой, огневой поддержкой и желательно господством в воздухе. Просто в российской армии в результате кумовства и отрицательного отбора наверх вылезли те, кто эти уроки прогуливали, а в украинской смогли не только выучить старые концепции, но и переработать их под новые реалии ведения войны. Получилось весьма эффективно, как пишет российский инструктор Святослав Голиков. Фраза про новую логику, говорит он, на мой взгляд, либо просто неудачно сформулирована, либо имела целью достижения определенного пропагандистского эффекта. За этой фразой скрывается, разумеется, никакая не новая логика, но весьма
значимый в текущих реалиях войны фактор. На нашей стороне бытует представление о том, что нехватка личного состава у противника является непреодолимым препятствием в потенциальной возможности проведения противником результативных наступательных действий оперативной значимости. Об этом, кстати, говорит и недавнее наблюдение Климана Малена, которое я привел выше. В посте Малена, на который ссылается Голиков, говорится, что ВСРФ с конца 2023 года вообще нигде не строит укреплений, за исключением Курской области. Видимо, как раз считая, что украинцы все равно уже не могут наступать. И это, как поясняет дальше Голиков, опасное заблуждение. Между тем, пишет он, Украина, помимо акцентированного выбивания нашего личного состава, ведет активную системную работу на подавлении войсковой логистики, тыловой инфраструктуры. Пост, кстати, написан до недавнего логистического коллапса в российском тылу, то есть стало только хуже. Силы средств комплексного боевого обеспечения в первую очередь элементов противовоздушной обороны, пишет Голиков, и разведывательно-ударных контуров, включая расчеты наших беспилотных подразделений. Занудно повторюсь, данной системной работой в сочетании с сопутствующими мероприятиями в части повышения качества управления, организации и координации Украина не только весьма существенным образом тормозит наступательные действия наших войск, но также в потенциале создает предпосылки для обеспечения собственных наступательных действий, способных в той или иной степени изменить оперативную обстановку на том или ином участке фронта. Завоевание господства в воздухе на конкретном участке, изоляция данного района боевых действий и надежное подавление средств дистанционной поддержки может позволить украинцам действовать достаточно немалыми моторизованными и механизированными силами. Тут Голиков никакой Америку не открыл. Это к тому времени все уже наблюдали в Днепропетровской области. Вопрос, пишет он, о наличии в резерве украинцев достаточной массы таких сил неоднозначен. Казалось бы, противник растрачивает и без того ограниченные ресурсы в активной обороне, стараясь купировать развитие кризисных ситуаций на тех или иных участках, но затем, внезапно, сам создает российской стороне кризисные ситуации. Купянск, Гуляйполе, Часов Яр, Степногорск, и в том числе с применением бронегрупп. Очевидной фактической данностью для обеих сторон является беспрецедентная разреженность сил и средств. Соответственно, при выполнении указанных выше условий и с обеспечением должного уровня управления и координации данная разреженность сил и средств с протяженными пустыми пространствами представляет собой крайне важный дополнительный фактор, благопрепятствующий рывкам в глубину моторизованных и механизированных групп. То есть, если тот или иной участок не защищен дронами, которые удалось подавить, то он не защищен вообще ничем, потому что никаких плотных порядков пехоты с противотанковыми средствами давно не существует ни с украинской, ни с российской стороны. При этом, продолжает Голиков, такие мобильные группы могут быть введены в прорыв сходу из глубины, без предварительного сосредоточения в зоне уверенной досягаемости средств поражения уровня войскового объединения. Украина отрабатывает подобные рывки на учениях, плюс какой-нибудь условный панцершоколад в помощь. Тут Голиков имеет в виду, что штурмовики Укррейха сидят на каких-то запрещенных в России стимуляторах, как задолго до этого немецкие танкисты. Пруфов, разумеется, никаких. Хотя, например, энергетики с обеих сторон фронта поглощаются в промышленных масштабах. А поля минных заграждений, продолжает Голиков, оставшиеся без внешнего прикрытия, в случае успешного подавления средств дистанционной поддержки не станут критически значимым сдерживающим фактором. Линии обороны работают только тогда, когда техника, приехавшая их разминировать, может быть поражена дронами. А если позиции дроноводов и их логистика уничтожены, то такая линия действительно не станет препятствием. Это если бы такие линии еще были. А их, напомню, нет, исключая старые образца 2023 года. Особо отмечу, пишет Голиков, масштаб возможных наступательных действий Украины при всем этом совершенно не обязательно должен иметь чисто количественное измерение в плане задействуемых наземных сил. Даже при гипотетическом отсутствии Украины людских и материальных ресурсов в тех количествах, которые можно было бы расценивать как соответствующие формату классического масштабного наступления, разреженность сил и средств сама по себе, в принципе, позволяет задействовать ограниченные силы и средства. При этом в сложившихся реалиях мобильные группы батальонного уровня уже представляют собой весьма внушительные силы. Мобильная группа батальонного уровня — это на минуточку 30 единиц танков, БМП или БТР, а штурмов таких масштабов мы не видели даже с российской стороны уже как минимум больше года. Соответственно, пехота в таком формировании легко может насчитываться до 300 человек. А теперь вспомним, что, по словам того же Майкла Кофмана, сейчас концентрация сил на фронте с украинской стороны составляет порядка 15 человек на километр. Даже допустим, что у россиян вдвое больше. Это значит, что такая батальонная боевая группа легко обеспечит требуемое по старым учебникам троекратное превосходство на трех
4-километровом фронте, где у россиян будет максимум 90 человек. Это при том, что по советским нормативам в наступлении полагалось не меньше батальона на километр фронта. Это без ядерного оружия, которое, как я вам неоднократно объяснял, применено не будет. Причем вот эти старые нормативы 3:1 предполагались, исходя из того, что наступать придется на пехоту, которая плотно сидит в окопах с РПГ и ПТРК при поддержке собственной артиллерии, а не по отдельным норам, которые можно элементарно объехать или обойти, что украинцы, да и россияне не раз уже демонстрировали. И это все к тому, что при правильной подготовке Украина действительно может относительно небольшими силами добиваться серьезных оперативных результатов, что украинская армия уже не раз демонстрировала за последние полгода. Перед тем, как мы двинемся дальше, я напомню, что вы можете поддержать это видео вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия очень помогают в его распространении, поэтому спасибо каждому, кто это делает. Но особенно спасибо тем, кто поддерживает канал финансово. Сделать это можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN. Это средство для обхода блокировок. Вы сможете иметь доступ к Телеграму, где читать этих зетников самостоятельно, хотя не рекомендую. Там такие простыни, значит, такие разные темы, с таким разным периодическим вкраплением невероятной шизы, что самому в этом всем разгребаться довольно непросто. И для этого нужен специальный навык. Но также вы можете смотреть YouTube, можете пользоваться Инстаграмом, Ватсапом, Вайбером, в общем, чем сами захотите. Не оставайтесь наедине с Путиным и Владимиром Соловьевым, покупайте NVPN и получайте доступ к нормальному интернету. Ну и напомню, что покупка и использование VPN в России пока абсолютно легальны. Но продолжим с Голиковым. Говоря о новой логике войны, завершает Голиков, где решает не количество пехоты, а технологии, скорость и координация, противник прямо обозначает фактор наличия возможности эффективно действовать относительно ограниченными наземными силами. И я акцентирую на этом внимание именно по той причине, что данный фактор рискует оказаться неучтенным. А скорее всего так и будет, потому что недооценка противника — это вечная проблема вооруженных сил Российской Федерации, ну и Дональда Трампа, но с ним Украина пока не воюет. Это все, напомню, Голиков писал в начале мая, а сейчас его уровень думерства достиг просто мурзовских масштабов. Хотя, еще раз, что важно отметить в этом ролике, эти зетники — это не ЦИПСО, это не украинские, я не знаю, разведчики, скупившие российские зет-каналы. Нет, вот Голиков — это прям физический человек, значит, настоящий, который воюет в российской армии, точнее, тренирует солдат идти в те самые штурма. Да, и да, это там записки ветерана, тоже древний российский зетник. Ну, то есть это все не какие-то случайные каналы, которые хрен его знает еще кем ведутся. Это все вот настоящие люди с именами, с понятной биографией, которые рассказывают это все от лица людей, которые поддерживают российскую военную агрессию, которые способствуют российской военной агрессии и которые заинтересованы в захвате Украины и захвате Киева в частности. Помнится, я уже говорил, что можно просто смотреть стримы зетников и периодически их комментировать. Это уже будет максимально переможный для Украины контент. Так вот, в порядке эксперимента этим мы сейчас и займемся. Открываем запись недавнего стрима зет-публициста Максима Калашникова все с тем же Голиковым под многообещающим названием «ВСУ нанесут удар на юге» и почти сразу попадаем на прекрасное. Мы уже видим, что взять, ну, как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск, Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних условиях это невозможно. Во-первых, да, это кажется крайне трудноосуществимым в обозримой перспективе. А во-вторых, уж прошу прощения, вспомни кинематографическую классику. Собаку Баскервилли, извините. Мы его поймаем, и все кончится. Нет, не кончится. А кто даст-то выйти из войны? Ну, кто даст? То есть, понимаете, Россия не только не возьмет Донбасс, но и даже если это сделает, то не сможет закончить войну на приемлемых для себя условиях, потому что Украина готова ее продолжать так, как дальше, поясняет Голиков, успешно компенсирует нехватку личного состава дронами. Но мы только что его цитировали о том же самом, так что повторяться не будем, а лучше посмотрим дальше. Дальше Калашников показывает видео с уничтоженным российским военным Уралом на трассе Дебальцево-Алчевск в Луганской области и рассказывает о беде, свалившейся на российскую тыловую логистику в виде украинских дронов. Я вам обо всем этом уже рассказывал, причем дважды, и продолжаю апдейтить каждый день в сводках, потому что это одно из самых важных вещей, которые происходят прямо сейчас. Так что перейдем сразу к комментарию Голикова. Я думаю, секрета никакого не было ни для кого. Ну, наверное, ни для кого. Ну, для нас с тобой не было. Вот. Что воздействие на логистику противника оказывает самое непосредственное влияние на ситуацию на поле боя. Эффект
реализации проекта «Линия дронов», да, оказался уже сейчас самым существенным образом перевыполнен. Вот. То есть килл-зона уже уверенно уходит за 20 километров, то есть вот эта самая тактическая глубина, она все расширяется. В принципе, килл-зона уверенно начинает выползать в оперативно-тактическую, то есть до 50 километров. Вот. То есть это опять же, это уже также логистика непосредственно переднего края. Вот. И все, сейчас они вполне себе эффективно добрались до оперативных тылов. А киллзона, напомню, это территория, где не может передвигаться вообще ничего. И вот она-то по Голикову уже выползает на 50 километров. Собственно, это и может служить одним из ответов, почему российское продвижение остановилось практически везде, о чем мы обязательно поговорим в видео об итогах мая, который оказался самым неудачным для российской армии более чем за 2 года. Дальше Голиков останавливается на том, как у Украины это получается, и призывает не зацикливаться на уникальных моделях супердронов вроде того же Хорнета. Еще раз, это инструменты огневого поражения, вписанные в общую систему. Начиная с концептуального понимания, что нужно делать, то есть какими методами тормозить наступление наших войск, начиная от воздействия на переднем крае и заканчивая вот этим самым воздействием на логистику, уже вплоть до оперативного тыла. То есть у противника есть понимание, что делать. Вот. Есть понимание, как это делать. И есть средства, за счет чего это делать. Я имею в виду в части технического обеспечения. То есть все завязано на устойчивую связь и устойчивую систему боевого управления. В том числе управление как раз-таки разведывательно-ударными миссиями. Вы, наверное, заметили, сколько подразделений уже включились в ту самую охоту на российскую логистику. Это СБС, ИГУР, ССО, и СБУ, и беспилотные полки в составе корпусов сухопутных войск и Нацгвардии. Чтобы все они не толкались в воздухе и не перекрывали сектора поражения друг друга, нужна как раз устойчивая система связи и управления, которая в Украине реализована в виде системы Mission Control, которая позволяет практически в реальном времени наблюдать, какие дроны находятся в воздухе и что они делают. Как это все реализовано, например, дипстрайков мы недавно наблюдали в репортаже CNN, где показали экраны, на которых видно локацию каждого дрона на территории России. И, видимо, с миддлстрайками все организовано примерно так же. А что мешает организовать то же самое в России? Слово Голикову. Ни с дронами, ни вообще воевать в 21 веке невозможно без устойчивой связи. Опять же, все-таки многоконтурной. Вот. С опорой, конечно, на связь спутниковую. Вот. Потому что противник нам наглядно показал ее эффективность. Вот. Мы сами испытали ее эффективность, вот, но потом нам ее отрубили. Вот. Отечественные мощности пока, увы, не компенсируют отрубание старлинков. Тут интересно, что Голиков прямым текстом говорит, что восстановить связь после отлучения ВСРФ от Старлинка не получилось. Дальше он рассказывает, что в ВСРФ не хватает даже пресловутых спутниковых тарелок, которые с отключением Старлинка вдорожали в разы и при этом куда заметнее, чем терминалы Маска. Как именно это мешает, например, защите от налетов украинских дронов на логистику, поясняет уже Калашников. Без связи и мобильные огневые группы будут, полубессильны. И еще и сами станут объектом охоты. Так они и становятся объектами охоты на самом-то деле, потому что противник действует комплексно. Вот. По логам они точно так же работают. То есть со связью получается, как у украинцев, которые благодаря системам ситуационной осведомленности в курсе, откуда летят российские дроны, и могут вовремя подготовить противодействие. А без связи получается, как у россиян, когда стоит пикап с пулеметом в поле и ждет, пока в него прилетит Хорнет на максимальной скорости в 200 км в час. Так что мобильная группа даже не успевает сориентироваться и сама станет легкой добычей. А им еще и Telegram отключили, чтобы другая группа не могла им рассказать о том, что к ним летит дрон. При этом, как отмечает Голиков, Украина бьет далеко не только по грузовикам, видео с которыми заполонили интернет последнюю неделю. Целенаправленная работа по вот в этой же самой оперативно-тактической и оперативной зоне. По складам, по пунктам управления, по полевым лабораториям
Это вот течки, технико-эксплуатационные части. Вот. Где люди как раз доводят до ума и птиц, и наземных роботов, и так далее. То есть для войсковых частей. То есть, еще раз повторю, полевые лаборатории. Они их выбивают. Здесь же, опять же, элементы фронтовой ПВО они выбивают. То есть, налицо комплексный подход. Бензовозы мы видим, потому что они красиво горят. Ну, простите, надеюсь, вы понимаете, это, что... Вот. Да, все вот, красочно, все такое. Но помимо этого у них еще целый ряд целей, которые они системно отрабатывают. Собственно, тут добавить нечего. Это все регулярно постит тот же Мадяр и менее известные бригадные каналы. И это видео тоже красочные, но они еще и показывают как раз-таки целенаправленную работу по системам, которые дают ВСРФ возможности хоть как-то вести боевые действия и которые с каждым днем все больше истощаются. Дальше Голиков делает очень интересную ремарку о том, что не так с российской беспилотной элитой, а такая есть, и почему она не может достигать того же эффекта, что и украинские дронно-штурмовые подразделения. Когда у нас как бы на участок заходят подразделения Рубикона, да? Беспилотного элитного, да. Которые ведут просто какую-то свою войну. Элемент, увы, показухи, с которого все начиналось, он не изжит, он продолжается. Ну, включая, допустим, такую практику выдачи оборудования в обмен на видео. То есть, по факту, на самом деле, не все то Рубикон, что принимается за Рубикон. Средства войсковой разведки подразделений на земле имеют тенденцию работать в интересах Рубикона. Вот. А как бы сам Рубикон, ну, они молодцы, они там гасят логистику противника, набивают себе эти галочки. Вот. То есть, эффект накопительный имеется, но это параллельная война. То есть, не сказать, что они ничего не делают. Давай с тобой. Но это просто вот набивание фрагов. То есть, если украинцы реализовывают взаимодействие между подразделениями с помощью своих систем связи и управления, что позволяет эффективно подавлять российские дроны или логистику именно в том секторе, в котором потом происходит наступление, то российские солдаты продолжают бессмысленно топать под украинские дроны, и от того, что над головой при этом периодически куда-то пролетают дроны Рубикона, российским военным ни жарко, ни холодно. Причем эта раскоординация — это не только проблема взаимодействия с Рубиконом. Российские группировки на земле тоже действуют кто в лес, кто под дрова, поэтому замыслы российского генштаба не выливаются в успешные наступательные операции. Но тут Голиков ничего нового не сообщает, а пересказывает украинского военного обозревателя Константина Машовца, обзоры которого я вам и так регулярно зачитываю в сводках, так что послушаем лучше еще один комментарий Калашникова, который поясняет, что в украинской схеме наступления, в общем-то, нет ничего нового, просто в России забыли уроки сакральной Великой Отечественной. Когда, там, не знаю, во Вторую мировую, Великой Отечественной, там немцы наступали, они идут, у них наводчики так сказать, в их боевых порядках танково-механизированных, они вызывают узел сопротивления. Вызывают там юнкерсы. Да. Точно так же наши, потом, научившись, набив шишки, была связь между танково-механизированными и штурмовиками Ил-2. Вызываю авиационную поддержку, цель такая-то. То есть даже вот этой связи не создано. Ну, то есть принцип тот же, только вместо самолетов, штурмовиков — дроны. А российская армия после 80 лет развития систем связи организовала эту самую связь хуже, чем Красная армия в последние годы войны. Но дело при этом не только в связи, а в четком понимании, кто за что отвечает. Как дальше поясняет сам Голиков. Украинские силы беспилотных систем на наиболее острых участках, вот, особенно если возникают критические моменты, они подпирают общевойсковые подразделения. Просто добавляют, так сказать, воздушно-ударной мощи. Вот. При этом противник работает на том, чтобы насытить общевойсковые подразделения именно вот этим ударным дронным компонентом.
в достаточной степени для того, чтобы эти подразделения были в состоянии выполнять свои тактические задачи на земле. Чтобы можно было не дергать БПСников. И наоборот, уже БПСников переключать все-таки на как раз-таки на большую глубину. В общем-то, что мы сейчас и наблюдаем. То есть украинские подразделения стали бить по дальней логистике как раз когда в линейных бригадах стало хватать средств, чтобы самостоятельно закрывать дронами передний край, ну и зону в несколько километров от него. Собственно, в этом как раз и заключается проект линии дронов, и можно сказать, что с лета прошлого года он успешно реализован. И перед нами сейчас новый этап развития украинской беспилотной армии, когда специализированные подразделения могут заниматься куда более интересными вещами, например, сжечь логистику под Луганском и Мариуполем. Вернемся немного к началу видео. Голиков с Калашниковым много говорят о том, как в Украине развивается гаражный ВПК под патронажем и поощрением государства. И, наконец, поясняют, почему именно это работает, хотя, казалось бы, это контринтуитивно. По идее, один дрон, но массовый, это лучше, чем куча кустарных. А дело вот в чем. Вот здесь я бы уточнил, что речь не о том, чтобы наплодить хреновую просто гору какой-то одинаковой, ну, одноклассовой, скажем так, фигни, которая... Да, чтобы задублировать все вот этим каким-то зверопарком, потому что, да, это неэффективно, это неэффективно. Вот. Отобрать лучше. Но именно что, вот из этого всего, да, из этих 100 цветов, которые расцветают, вот противник... Отбирает лучшее. Причем в Украине этот отбор происходит не просто так, а с опорой на большие данные. В Минобороны видят, сколько дронов, каких моделей и с какими результатами применяется на конкретных участках фронта. И сколько по итогам применения сами военные заказывают через систему ебалов, и уже исходя из этого определяется, какие дроны будут закупать массово, и это, разумеется, гораздо эффективнее, чем выбор силами какой-то комиссии в Москве вдали от фронта, которую при этом очень легко перекупить. Далее зетники рассказывают об одном из результатов этой практики применительно к российским зенитным дронам. Наши умники, в кавычках, зенитные дроны стали делать, которые только толчком воздействуют. Да. То есть тараном, да, не взрываясь, не несут разрывного заряда. Кто до этого додумался? Я бы хотел посмотреть в его честные светлые глаза, зажигая настольную лампу на столе, вот так поворачивая, и будучи в виде Лаврентия Павловича, маршала Лаврентия Павловича Берии. Потому что большой дрон ты, естественно, не собьешь этим кинетическим маленьким дрончиком-перехватчиком. Но, тем не менее, кто-то выдает команду их делать. Да. А противник этим не страдает. Вот. А, опять же, какие-то наши разработчики, они вынуждены вкорячивать петарды, извините, на эти дроны, чтобы хоть что-то там взрывалось. Петарды как бы не запрещены законом, но пока, я не знаю. И это действительно так. В Z-каналах даже публиковались фотографии петард, используемых в качестве эрзац боевой части для зенитных дронов. Выглядит буквально как фейк украинского ЦИПСО, но это суровая российская реальность. И всеми этими недостатками, о которых говорят зетники, Украина вполне может воспользоваться, и они примерно представляют себе, как именно. Вот та операция по обрушению логистики, которую они сейчас начали, вполне себе отвечает перспективным интересам прорыва на юг в сторону Крыма. Точно. Они обрабатывают, Азов, корпус Азов обрабатывает, нарушает логистику ДНР, ЛНР, но ДНР в основном. Это возможная подготовка прорыва на юг, паралича. Потому что вся вот эта вот трасса Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и дальше на Крым, то есть Чонгар-Джанкой, все, она как бы вполне себе под эффективным воздействием. Причем и ударными дронами, и плюс уже постановки мин. Вот. Поэтому да, это создание предпосылок. Я на самом деле за годы войны уже устал от Z-предсказаний неизбежного украинского контрнаступления где-то 2 раза в месяц. Но сейчас мне сложно не согласиться с этими выводами. Единственное, что я хотел бы отметить, это что удары по логистике сейчас идут не только на юге, но и, например, в Луганской и Донецкой области. Так что где именно развернется следующее украинское контрнаступление, можно только гадать. Но вообще, рассуждения зетников о будущих операциях не так важны, как общий итог всего разговора, который подвел Калашников. Вы сами понимаете, что у противника сейчас получается, мало того, что он получил выгодное положение, что он может давить
и дожидаться экономического кризиса в нашем тылу, социально-экономического кризиса. Очень популярно. И в то же время, получается, у противника есть управленческое превосходство в управлении войной, в управлении боевыми действиями, Увы, да. развитием вооружений. Он опережает нас в принятии решений, в скорости обновления своей этой машинерии. Мы должны констатировать, да, сейчас создается угроза военно-политического поражения. Ну что ж, друзья мои, вы теперь понимаете глубину кризиса, в котором мы сейчас попали. Надеюсь, вы тоже понимаете. И притом все это, повторюсь, без единого западного экспертного комментария. Над российской армией и российским государством нависла угроза поражения в войне, о чем в Z-среде говорится уже просто-таки прямым текстом, и не только от сидящего в застенках Стрелкова. А некоторые не говорят, а действуют. Например, валят во Вьетнам, как тот же Картавых. Но тут я все-таки должен сказать, что хотя поражение России и Путина при текущих тенденциях видится мне практически неизбежным, но до этого должно пройти еще несколько месяцев, а то и лет. И все это время наш долг помогать украинским защитникам и защитницам приближать это поражение, а значит свою победу. И мы будем это делать всеми доступными нам с вами способами, потому что ничего не закончилось. Россия продолжает убивать людей в Украине. И от того, что Россия перестала продвигаться, от того, что у них большие проблемы, проблема глобальной этой войны никуда не делась. Не время выдыхать. Наоборот, время навалиться всеми силами. С вами был Майкл Наки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока.